Всем привет! С вами IG Daily. В наших видео мы очень часто, можно сказать, оправдывали Германию, показывали все ее плюсы, говорили, что здесь не все так плохо, как многие сейчас пишут в соцсетях. Но, конечно же, нас тоже не устраивают некоторые моменты, это абсолютно нормально. И сегодня мы хотим именно о них поговорить, что же нас бесит в Германии. Иногда бывает, что все-таки накипело, когда ты часто сталкиваешься с какой-нибудь ситуацией. И именно сегодня мы хотели бы об этом поговорить. Так сказать, предупредить тех, кто, возможно, собирается сюда переезжать, чтобы знали не только положительные стороны, но и все-таки негативные, которые здесь тоже, конечно же, присутствуют. Начнем? Начнем, да. И начнем мы с нашей любимой темы. Это погода. Кто не жил никогда в Германии, никогда сюда не ездил, как турист или еще как кто-то, даже не представляет, насколько здесь плохая погода. Если мы берем зимние месяцы, в принципе, от севера до юга, обычно это будет пасмурно, дождливо. Там, где мы сейчас живем, не так дождливо, как туманно, как оказалось. Дождей здесь, кстати, практически нет. Да. Я зонтик ни разу не доставала. Я всегда слышал, там, туманный Альбион, туманный Лондон или дождливый Лондон. Нет, туманный Констанц. Да, туманный Констанц. Вы даже не представляете, что может быть туман ночью, днем, утром, целый день, и может просто где-то вверху светить солнце, но из-за того, что возле озера вы находитесь, в низине, закрытые горами, вообще нет ветра, дуновения, и у вас просто постоянное испарение этого озера, разные потоки соединяются, и постоянно стоит туман. И туман не такой легкий, а именно плотный такой. Вы выходите, он такой аж как мусс такой. Вот как кто был в Америке, тот представляет, что я имею в виду, особенно там возле океана, кто жил когда-то. Прям такой мокрый туман. Вот реально, вот как будто нет дождя, но вместо дождя здесь вся вот эта влага, она как мокрая дорога, как после дождя от тумана. Это у нас конкретно здесь. Такого в Германии практически нигде больше нету. Есть разные города. Кстати, какой Карлсруэ, да, самый солнечный город возле него? Нет, какой-то? Я не помню, как он называется, но тоже в нашем относительно регионе, можно сказать. В общем, на юге, конечно, больше солнечных дней примерно на месяц, но если мы сравниваем там Крым, в котором 300 дней в году солнце, то в Германии, максимум будет, наверное, 220, может, 180. Но здесь нужно признать, что здесь очень мягкий климат. Да. Конечно, нас не устраивает погода, как и многих, и много где там конец осени, зиму, но весной, летом, начало осени здесь прекрасная, конечно, погода, нам все нравится. И здесь нет сильного перепада температуры, как я недавно связывалась с родителями, они говорят: сегодня у нас плюс 12, а послезавтра будет минус 12. То есть буквально за 2 дня разница в 20 градусов. Это наверняка не очень хорошо сказывается на самочувствии многих, особенно более пожилых, возможно, людей. Здесь такого нет. Здесь, конечно, климат намного мягче. Здесь нет сильных морозов, но и нет сильной жары, поэтому здесь комфортно. Но вот эта серость, особенно в зимний период, она прям очень так давит. Да, я говорю, кто не привык, кто привык к голубому небу и солнцу даже в зиму, то в Германии будет сложно. Начните с этого пункта. Второй пункт – это чем больше работаешь и больше зарабатываешь, тем меньше остается чистых денег у вас в кармане. Это беда, в принципе, не только Германии, а всех европейских стран. Есть даже страны, у которых будет у вас больше денег снимать. Вы, конечно, видите, куда эти деньги идут. Эти деньги не только налоги, это уже сразу получается, чем больше вы зарабатываете, вы больше будете платить за вашу медицинскую страховку. Нет, не совсем. Ты просто пропорционально будешь больше платить. То есть в абсолютном значении, но в относительном, то есть в процентах, процентная ставка за социальное отчисление остается такая же. Да. А вот за именно подоходный налог, он у тебя растет. То есть он растет как... В общем, в Германии, если вы получаете больше определенной суммы, то примерно с вашей зарплаты будет сниматься почти 50%. 47% могут сниматься, потому что вы считаться будете как человек, который уже состоятельный, скажем так. И, конечно, это очень обидно, и многие споры сейчас ведут в Германии, почему так, а не иначе, и зачем нам больше зарабатывать, больше работать, если нет никакого в этом абсолютно смысла.
И они на самом деле правы, и большие дискуссии ведутся, особенно в больших семьях, вообще зачем людям работать. Они уходят на так называемый бюргергельд, то есть они вообще не будут работать, они просто будут сидеть на пособии. Им будет оплачиваться Да. квартира, садики, если нужно, Да. да, в школу все принадлежности, допустим, какие-то даже поездки детей, не знаю, экскурсионные. Очень много всего оплачивается. Отопление, например, тоже оплачивается. И вот я знаю, что очень многие действительно жалуются, когда ты начинаешь получать зарплату выше определенного уровня, оно часто становится невыгодным. И многие могут заметить, что то есть ты стараешься взять на себя на работе больше ответственности, новые проекты какие-нибудь, проводишь переговоры с работодателем о повышении зарплаты. Тебе повышают зарплату в брутто, а потом, когда тебе приходят расчеты в нетто чистыми, ты получил там чуть-чуть больше, либо вообще такая же, иногда даже меньше, если у тебя в этом случае случился переход на следующий, более высокий уровень, так скажем, налогооблагаемой базы, да, и все, и по сути ты получаешь меньше тогда. И это, конечно же, очень многих демотивирует. Зачем стараться, зачем совершенствоваться, повышать себя, уровень своей квалификации, если, по сути, это не сильно отражается дальше на твоем благосостоянии, да. И многие начинают тогда искать какие-то легальные, конечно же, пути уменьшения своей налогооблагаемой базы. Как можно снизить свое такое налоговое напряжение, да? Либо, может, какой-то мини-джоб, который не облагается налогом, допустим, взять. Или перевестись как фрайберуфлих, когда ты можешь дополнительно списывать намного больше статей каких-нибудь расходов. То есть, конечно же, способы есть, но это всегда нужно опять что-то суетиться, выдумывать, консультироваться с налоговым консультантом, какие способы, как есть, что делать. А просто так как бы расти постоянно в доходе, можно, конечно, это все равно всегда стоит того, но это отражается в нетто не настолько сильно. И особенно стоит учесть, что сразу же, как только ты начинаешь больше зарабатывать, тебе приходят письма, что сразу тебе везде нужно больше платить. Например, элементарно за, как в нашем случае, за тагесмута, да, за ясли, например. Потому что оплата ежемесячная за ясли ребенка до 3 лет или за садик тоже в данном случае напрямую зависит от твоего дохода. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь. Да, Поэтому немного обидно, конечно. Я помню, когда Ира закончила университет, нашла свою первую работу, и у нас был налоговый класс 3,5. До этого, да. И мы перешли на 4,4. Я помню, как я после этого начал получать на 300 евро меньше чистыми деньгами. Это было настолько, конечно, ударило по, не знаю. По самооценке по тоже. Когда ты самооценке. получал одну зарплату, тут из-за изменения налогового класса сразу так минус 300 или минус 400 евро Да. в месяц. Просто. Было обидно. Следующий пункт, который, скорее всего, никто даже не подозревает, что он есть, это немецкие дороги. Немецкие дороги поистине являются одними из самых лучших в мире и с одной из самых большой протяженностей в мире. Тут очень большая сеть дорог. И, как мы знаем, это единственная страна в мире, где нет ограничений на автобанах. Но не на всех, с оговоркой. Да, но не на всех. Но определенных есть участках. такие дороги, где вы можете ехать столько, сколько ваша машина едет, и даже быстрее. На это нет ограничений. Но это, конечно, красивый миф, потому что дорог с вот этими без ограничений, их в принципе мало. Их очень мало. И я даже как-то ехал там с севера на юг и наоборот, и я просто замечал, что вы там едете по безграничному автобану 5 километров, потом 15 едете по стройкам. Поскольку дороги здесь в Германии делаются не по состоянию, да, то есть они не смотрят, вот где-то яма, они не ждут этого. Они сразу смотрят, дорога, построенная там 30 лет назад, она должна 30 лет прослужить. 30 лет там коммуникации, провода, трубы. То есть они не ждут, пока это все рассыпется. У них 30 лет прописано. Фирма, которая производит это или делала этот ремонт, она говорит, 30 лет мы даем вот гарантию, что ничего не произойдет. После 30 лет вы должны будете делать, и они делают. И вы можете представить, сколько это работы постоянно обновлять вот эти участки дорог. Например, там едете 15 километров, 20 километров. И это хорошо, что в Германии еще нет туннелей и, в принципе, не сильно много мостов, потому что здесь до юга более такая равнинная местность.
начиная с юга, уже, конечно, есть и горы, где есть мосты, большие мосты. Так вот, могу сказать, что удовольствие ездить по этим дорогам мне уже давным-давно не приносит. И не приносит именно по причине того, что постоянно из этих ремонтов пробки. И летом в Германии, кто не знает, у каждой земли, в каждом регионе отдельно начинаются каникулы. Это сделано для того, чтобы вся Германия одновременно не поехала с севера на юг или с юга на север, где у нас море находится, и не стояла в пробках, и чтобы сильно это не влияло на цены. Делаются так, например, у одних там с июля до 15 июля, у вторых с 15 июля до конца июля, в августе, и у кого-то даже есть, кто заканчивает в середине сентября, как у нас в прошлом году. И в следующем, и в этом будет так И в же. этом я вообще не любитель ездить в августе и в сентябре на море. Мне надо зарядиться энергией в начале лета. Это имеет определенный смысл. Ну, слава богу, у нас на юге есть еще каникулы отдельно в июне. И вот мы несколько раз попадали в такие пробки именно по каникулам. И я вам скажу, что это мало приятного. В принципе, вот за сколько лет мы еще живем, мы еще ни разу не попадали в такую пробку, что вы просто встали на автобане, например, грузовик перевернулся, перекрыл весь автобан, и вы стоите 6 часов в пробке с детьми, вы можете представить, особенно летом. Летом здесь тоже бывает 30 градусов и выше. И этот раскаленный асфальт, я, конечно, никому не пожелаю так встрять. И обычно по радио, там есть определенные частоты, когда по радио передают. И если вы видите вдалеке такую пробку и какой-то есть либо съезд на такую парковку, либо на заправку, лучше съехать, переждать на ней, потому что иначе вы будете стоять просто так на трассе в районе 6 часов, пока приедут скорые заберут, пока приедут, перевернут этот грузовик, пока поубирают там с дороги масло, либо он как... Мы как-то ехали, кстати, помнишь, горело грузовик? Да. Прям горел грузовик, и мы успели мимо него проехать, пока пожарники еще не приехали. Прямо оттуда, конечно, такой жар давало. И после этого закрыли полностью автобан, представьте, три дороги. В общем, дороги, я не скажу, что они лучше, чем в других европейских странах. И в европейских странах других вы едете 130, и вы хотя бы едете. А здесь, конечно, вы едете не 130, бывает 30-40 из этих пробок, и в этих пробках 20, 30, 40 километров тянетесь. И это, конечно, печалит. Самое, что еще меня печалит, это то, что Германия это единственная, ну или, наверное, одна из единственных стран в Европе, которая до сих пор не сделала платные дороги для иностранцев. И это заметно, это чувствуется, потому что все идут через Германию, знают, что это бесплатно, Да. пользуются этим. Но зато... Ее расположение тоже Да, позволяет. но для грузовиков здесь очень большие транспортные сборы, они очень много денег платят на самом деле, только не платят легковые машины, потому что у них тоже идет дискуссия, они хотят оставить и наш налог, который мы ежегодно платим, и чтобы были платные автобаны. Люди говорят, ну нет, так не будет. Вы что-то дважды оплачиваешь. Да, вы что-то одно оставьте, так не катит. Но, конечно, они не хотят этого делать, потому что за одну из наших машин вы платите 450 евро в год налога. Они не могут определиться, что им выгоднее. Да. То ли чтобы немцы платили налоговый сбор за свои машины, то ли иностранцы, которые будут пользоваться немецкими дорогами, когда приезжают сюда. Ну и, конечно же, дизелей люди отказываются, потому что за самый-самый слабенький дизель, один из таких современных, уже вы будете минимум платить 180 евро, минимум. А если вы сравните бензиновый автомобиль и тем более электро или гибрид, там суммы там, в районе 100 евро до 100. Электро, сейчас они освобождены вообще от налога электроавтомобилей. В общем, вот это вторая проблема, это дороги и налоги на эти дороги, которые снимаются с вашего автомобиля. Ну, как ты сказал, по поводу дорог, на это есть свои причины. Во-первых, географическое расположение Германии, которое находится в центре Европы, и многие туристы, голландцы, например, итальянцы, ездят через Германию в другие соседние страны. Проезд бесплатный абсолютно, поэтому очень большой поток машин. У самих немцев в семье часто несколько машин. Это говорит, что о высоком уровне жизни. Они ездят в отпуск регулярно, на каждых каникулах, например. И, конечно, это создает определенную нагрузку на дороге. Они регулярно обновляются в соответствии со всеми нормами. Они ждут, пока она разобьется просто в хлам какой-нибудь. Да? То есть на это есть объяснимые вполне причины, логичные, но вот такое большое
напряжение на дороге, несмотря на то, что сеть этих дорог здесь очень-очень развита. То есть ну да, вы просто заедете в самое забытое Богом место, самое забытое Богом село, и там будет дорога лучше, чем в вашем восточноевропейском городе. Мой друг, когда приехал в 22 году из Киева сюда, говорит: так а где у вас тут прокатывать диски? Ну, диски, которые выравнивают диски. Я говорю: что, какие диски прокатывают? Я каждые полгода прокатываю диски себе. Я говорю: блин, я здесь луж не видел, какие диски прокатывать. Ну, он здесь пожил уже несколько лет, он, конечно, понял разницу, что там, в принципе, ямы, дороги. Я помню, как я в Крыму, блин, за раз в яму въехал и 2 диска погнул, и просто спустила 2 колеса спустила, такие шишки на этих. Ну, здесь, конечно, такого нет. Я говорю, луж даже нет, просто нет луж. В этом плане грех жаловаться, как говорится. Переходим к следующему вопросу. Это жилье. Жилье, нехватка квартир, особенно в больших городах, цены космические. А космические эти цены потому, что спрос превышает предложение. Да, спрос превышает предложение, и муниципалитет, город, он не дает новые места под застройки, то есть здесь вопрос экологии больше связаны с этим. Ну, это, конечно, плохо, потому что все-таки молодые семьи, они хотят жить в новых домах, в новостройках, и ну, как-то это они хотят потихоньку, вот в Брауншвайге, где мы были, там, открываются там раз в 10, там, раз в 20 лет какие-то участки под застройку, но такие участки, они в большинстве случаев застраиваются либо невысокими домами, там, трехэтажными, либо частными домами. И, конечно, один частный дом, там живет одна семья, а место занимает, в принципе, на нем можно было бы построить уже высотный дом. Но здесь в Констанце, надо признать, мы приехали, здесь сейчас очень активно ведется стройка, потому что это очень выгодно, конечно, спрос колоссальный. Здесь мы, например, тоже подали заявку в одну из таких фирм, которые помогают с поиском жилья, и они сказали, у них сейчас открыто более 3000 запросов, то есть людей, которые ищут сейчас, в данный момент, жилье в Констанце. Это сумасшедшая сумма. И очень многие мои знакомые, с которыми я разговаривала, которые живут в соседних городах, либо селах, например, они удивляются, как вам удалось найти здесь квартиру, особенно когда мы жили в Брауншвайге, например, то есть издалека. Потому что многие живут здесь 5, 10 и больше лет, и найти подходящее жилье часто практически нереально, если у тебя не через каких-то знакомых это все проходит, например. Да. Вот. Бесит нас? Бесит. Бесит. Ну, как я уже сказал, в Брауншвайге было тяжело найти квартиру, но, в принципе, я уже со временем, когда у вас есть определенный круг людей, друзей, и вы уже тогда не ищете на этом сайте, да, так скажем, на каком-то там Kleinanzeigen или на всяких порталах. Вы ищете через кого-то, обычно кто-то уезжает, переезжает, квартиру продает, потому что купил дом, и как-то можно найти классную квартиру. Сюда приехали, тоже никого нет, но здесь уже тоже обрастаем кругом таких друзей, скажем так. И здесь, в принципе, маленький город, а людей довольно много, потому что здесь есть очень хороший университет Констанция и много студентов. И вы читаете, там, квартиры здесь часто, например, 3, 4, там, 5-комнатные сдаются как ВГ. То есть сдается комната, и там, например, 3 девочки живет каждая в своей комнате, и у них там общая кухня, и вот так они живут, и скидываются, например, там квартира стоит 2000, они эти 2000 на 3 делят, и так живут. Нет, не совсем, они даже не делят эту стоимость, а сам арендодатель сдает по отдельности эти комнаты, и на каждую комнату, в зависимости от ее размера, у него соответствующая цена. И вот буквально неделю назад я тоже скидывала Ване объявление здесь местное, что искали новую девочку как раз в ВГ, в комнату. Комната нормального размера такого была, где-то 20 квадратов. Общая кухня, конечно же, на 3 девочек. Новая кухня. То есть все с ремонтом соответствующим, все в порядке. И эта одна комната стоит 780 евро. Ну, варм, то есть со всеми коммунальными услугами. Но за одну комнату только 780 евро. Это очень много. Во многих других городах, которые значительно дешевле, чем наш Констанц, конечно же, за эти деньги можно 2-комнатную квартиру легко снять. Бесит? Бесит. Ну и к чему мы тоже не были готовы, это, конечно, садики и ясли. Их тоже тяжело найти. Но садики не так сильно, как ясли.
Для второго ребенка мы очень хотели, чтобы он сначала пошел в одном садике, в ясли, и потом в этом же помещении с 3 лет он пошел в садик. И то есть после, как ему исполнится 6 лет, потом пошел, например, там в школу. План был надежный, как швейцарские часы, но, к сожалению, вселенная иногда, кажется, говорит, да пошел ты в жопу со своим, то, что ты придумал, со своим планом, будет так, как будет. И в этот раз мы опять попали к Тагисмуту, то есть в ясли. В Германии очень развитая тема, то есть одна женщина, либо одна пара супружеская, либо еще какая-нибудь, берут у себя, либо снимают, либо у себя в доме, в своей квартире, делают такой мини-садик. Один человек, одна такая няня может присматривать за 5 детьми. Они у нее спят, она все курсы прошла, она проверенная, она безопасная, то есть она застрахованная. Нанимает город, что здесь Да. очень важно. Это не какой-то частный бизнес, их нанимает город, проверяет. У них есть определенные требования к количеству, вот из количеству детей, какая площадь должна быть на ребенка, например, чтобы все, соответственно, санитарные нормы, там, игрушки, и место, где будут детки спать, чтобы это все было соблюдено. И они, конечно же, не бесплатные. Вам, например, там у нее определенная цена есть на ее услуги, и вам какую-то стоимость покрывает город, и какую-то стоимость покрываете вы. В принципе, мне к этому нет никаких претензий, кроме одной, конечно, что, по сути, я в этом плане покупаю какую-то услугу. И она тоже человек, например, да, ну, будем сказать, женщина, потому что они почти все женщины, вот эта няня. И как у любого человека в Германии, у нее есть отпуск. И больничный, она имеет право на больничный, да, и естественно. больничный. То есть, если она заболела, и вы ребенка не водите в школу, в садик, ну, все, а вы просто платите за этот месяц. Но дело не в том, что вы платите за него, вы должны, ребенок остается с вами дома тогда, и вы, по сути, не можете тогда сами работать. И за свой счет берете выходной. Ну, скажем так, это вам, конечно, оплатится, если он будет болеть и так далее. Хотя нет, он же не он болеет, да, это с няней болеет. Да, то есть ребенок здоровый, вы с за вами. свои деньги, просто вы дважды заплатите за то, что вы на работе не были, за свой счет взяли, и второй раз, потому что вы заплатили уже за нее за месяц. Но и это не все. Вторая проблема – это у нас то, что она уходит в отпуск, и вы за этот отпуск тоже платите ей. Ну, как и в нормальном государстве, по сути, да, нам же на работе тоже наш отпуск оплачивается, ей город тоже оплачивает отпуск, а мы городу платим за эту няню просто такой паушаль-байтрак, то есть определенную сумму, независимо, отработала она 1 день в месяц или отработала она все 22 дня в месяц. Наша стоимость за няню, которую мы переводим в город, от этого не меняется. Да, и это меня очень сильно раздражает, потому что, по сути, мы заплатили за услугу, которую мы, например, на какое-то количество времени недополучили. И да, это я считаю очень неправильным и очень неудобным. И из этого мы хотели очень пойти в садик, но в садике тоже есть там, но у них есть каникулы, здесь хотя бы каникул нету, но есть отпуск, да. Ну а там в садике, да, есть каникулы, но вы часто подбираете под свой отпуск, и поэтому все там нормально проходит в этом плане. А здесь, конечно, вот это, что меня очень сильно расстраивает, ну и то, что человек все-таки он один, в садике у вас на группе там минимум 3 воспитателя, которые тоже у нас могли все 3 заболеть. Я пришел тоже с дочкой в садике, она была. Я как-то прихожу, а вы знаете, у нас вот 3 воспитателя заболели. Я говорю, что, все 3? Она говорит, да, ну вот возьмите домой. Я говорю, не, домой не возьму, отправьте в другую группу. Ой, это вот только у нас типа для каких-то особых, я говорю, у меня особый случай, мне и жене надо на работу, поэтому разберитесь. А не так, что я прихожу, привожу ребенка, короче, она мне говорит, это вы же не серьезно, говорю, я серьезно говорю вам, я не понимаю, как может 30 человек одновременно заболеть. Ну, конечно, у них там 100 отмазок, потому что 500 детей у них там больных и так далее и тому подобное. Ну, да, но это меня не волнует. Я плачу за это деньги, я хочу за это получить какое-то качество, можно сказать. Ну, потому что это, по сути, я покупаю услугу у вас. Она не бесплатно мне достается, я плачу. Ну, ладно, там в том регионе было, кстати, бесплатные садики. А здесь у нас на юге почему-то нет. Да, здесь правила отличаются от земли к земле, и вот в Нижней Саксонии садики от 3 лет были уже бесплатные, а здесь, к сожалению, нет. То есть здесь мы будем платить до
того момента, пока ребенок не пойдет в школу, то есть до 6 лет. Но надо признать, что здесь эта сумма не настолько большая, как, например, в соседней Швейцарии или в Голландии. Там, конечно же, приходится платить за няню или за садик, намного больше, в 5 или в 6 раз больше, чем мы платим мы здесь. Но они там больше и зарабатывают. Но они не в 5 раз больше зарабатывают, опять же. Ну да. Ну и там декрет очень маленький, то есть с 2-3 месяцев вы начинаете уже отдавать ребенка. В общем, эта тема очень сильно раздражает. Если вы собираетесь ехать в Германию, имейте в виду. Да. Следующий пункт у нас бюрократия. Ну, с бюрократией, конечно, здесь, наверное, тяжело Германию переплюнуть на самом деле. Но эта бюрократия работает на самом деле. И работает она... То, что вы, например, открываете свой бизнес, у вас есть там 25 пунктов, которые вам надо выполнить. И вы, если вы их выполнили, потом, кроме налоговой, у вас никаких проблем не будет. Потому что налоговая — это такая, конечно, очень интересная инстанция в Германии. Как и везде. Как и везде, но здесь прям они, конечно, выжимают из вас последний сок. Если вы покажете какой-то большой плюс, то вас потом на крючок посадят и уже потом, наверное, скорее всего, не отпустят. И будете просто платить, доплачивать. Платить наперед. Платить часто, наперед, например, это вообще неприятно. Пока вы еще не получили свой доход, например, но налог вы платите наперед. Да, есть такая тема тоже. Бесит? Бесит. И что здесь стоит признать, когда мы только переехали в Германию, 12 лет назад, вся корреспонденция с официальными какими-то госструктурами была через почту. Мы были в шоке, что мы без конца в почтовом ящике находили письма. Сейчас, надо признать, ситуация намного улучшилась. Мы, конечно, получаем еще письма, но нам не надо хотя бы отвечать уже через письма. Все мы практически делаем уже через онлайн-порталы, либо через имейлы. Это стало уже работать. То есть раньше мы постоянно отвечали, в электронке писали письма, подписывали, распечатывали, допустим, делали копии, покупали конверты, все эти марки на почте отправляли. Сейчас мы этого уже не делаем, уже все отправляется наконец-то в электронном варианте. Ну и в налоговой тоже, у них есть специальная система, все проходит автоматически. Это уже большой плюс. Налоговая классно работает. Год назад декларацию подали, до сих пор они не могут это У нас пересчитать. немного тут другой случай, потому что мы поменяли землю, и наша декларация оказалась не в той земле немного. И потом они это потеряли еще 3 раза, где-то там оно заблудилось. Ну, в общем... Но предыдущие почти 10 лет все было вовремя. Да. Но в этом плане, я же говорю, в плане того, что открытие бизнеса, закрытие бизнеса, и то, что к вам вы все сделали по списку, вряд ли какие-то будут потом проблемы, это правда, да. Но прям, опять-таки, я вижу, как здесь на юге этим всем, как это происходит. Здесь все-таки южный регион, он немножко так лояльно относится. На севере у нас вот именно так и никак, ни влево, ни вправо вообще. А здесь просто приходишь, буквально машину перерегистрировали. Вот я вам говорю, вот просто в Брауншвайге мы написали там, мы хотим там снять с учета. Ира приходит, машину снимает с учета. Так вы еще и поставить хотите? Ну ладно, это там плюс 3 минуты, но вот вы там указываете. Она говорит, ничего страшного. В Брауншвайге они бы сказали, мы вам снимем с учета, а поставите, возьмите новый термин в следующем году, когда-нибудь приходите. Потому что они здесь рассчитывают, если я онлайн, допустим, запросила, что мне надо просто снять с учета, они такие, 5 минут, и все. А если перерегистрировать, то им там 8 минут, допустим, надо было. Но у них действительно это четко работает. Я пробыла там не больше 7 минут. Хотя это все можно сделать и онлайн, допустим, это тоже возможно. Но все равно это очень быстро, как я уже сказала. Вообще перерегистрация машин, это быстро занимает. Что нельзя сказать о покупке недвижимости или еще чего-то. Там, конечно, еще 27 кругов ада, там прям супер медленно. Но это если там совсем другие суммы, надо признать. И там важно быть уверенными, что не будет какого-нибудь эффекта Долина или еще что-то, что все здесь нормально. И обычно, когда такое происходит, берете вы не свои в большинстве случаев деньги, а банковские деньги. И банк, конечно, будет перестраховываться 20 раз, он будет отправлять оценщика, будет смотреть, сколько это вообще, реальная сумма, нереальная.
сумма денег, которые покупать продавец хочет Запрашивает. запрашивает. То есть, ну, банк придет, скажет, ну, продавец хочет 500 тысяч, а мы видим тут цену в 300. И, конечно же, он вам не даст тогда кредит. Ну, и это очень... И даже вот мы, когда занимались этим вопросом, вот просто мы присылаем запрос на какую-нибудь квартиру, и нам наш, ну, как маклер, не знаю, как он называется, просто морозится 2 недели. Вот человек, который напрямую работает от процента, Заинтересован. и процент не маленький, сколько? 7%, да, не получается? Ну, в сумме, да, от покупателя. 7%, вот, например, вот представьте, квартира за 100 тысяч, 7%, Хотя 7 за 100 тысяч квартир Ну, нет. я образно говорю, какие-то бабки огромные. И просто, ну, ты пишешь, ну вот, запроси там на эту квартиру, у нас банковский, ну, запрос, сколько там, что. И все, ни ответа, ни привета от маклера. Мне вот это так нравится, как это, конечно, работает. Ну, не потеют они, конечно, в этом плане. Зато на работе, что, кстати, это один из пунктов, как немцы работают. Или делают видимость работы некоторые. Это могут самые сказать. большие в мире профессионалы по видимости работы, как вообще можно показать, что вы работаете. Просто вы приходите к ним, они все время что-то делают, вот так потеют, все сидят. Что-то его вообще нету, все, не спрашивай, вообще такой завал, все везде, все в каком-то кипише. Потом сидит там, блин, а по 4 раза они ходят кофе пить. Я вам серьезно говорю, по 5 раз они ходят курить там. И поэтому, да, это все на месте. Ну, не везде, конечно, вы можете сказать, не везде, конечно. но обычно, особенно вот эта новая тема открылась, это которая home office. Вот просто в home офисе все сидят, не дозвонишься, не допишешься, а он там что-нибудь убирается в квартире, просто сидит в хоум-офисе. Это, конечно, сильно тоже раздражает. И ну, многие хотят убирать эту тему с хоум-офиса, потому Ее что... стало уже намного меньше. Да, например. эта лавочка потихоньку закрывается с короны, потому что, ну, люди расслабляются и конкретно меньше работают. Но все равно, когда вы не видите... И постоянно вот эти вот, как у нас было на работе, постоянные вот эти созвоны, митинги, они ваш процесс вообще не улучшают, не ускоряют, ни в какую сторону не двигают. Вы просто на месте топчетесь, вот эти созвониться, из-за пустого в порожнее перегоняете, и поэтому там, ну, никак не получается делать работу. Ну что, подведем итоги. Когда вы ищете место для переезда, конечно, вы не ищете идеальное место, его просто не существует. Вы выбираете для себя страну, где для вас плюсы перевешивают все-таки минусы. И для нас такой страной действительно является Германия. Для нас здесь преимуществ намного больше. Несмотря на налоги, несмотря на недовольство дорогами, нехватку квартир, нехватку мест в яслях или в детских садах, для нас здесь все-таки намного больше перспектив, намного больше стабильности, возможности планировать какое-то свое будущее детей. И поэтому мы ее выбираем и все еще остаемся здесь. На самом деле нам нравится Германия по многим другим пунктам, которые мы перечисляли раньше в наших видео. Можете тоже, кстати, их пересмотреть, если кто-то забыл. Вот. Но о негативных минусах, негативных пунктах все-таки нужно знать. Да. И они каждый раз заставляют о себе постоянно напоминать еще. Поэтому, да, примите это во внимание. Если у вас есть свое мнение, пишите его, конечно же, в комментариях. А кто не подписался еще на нас, потому что нас много людей смотрят не подписанными, подпишитесь на наш канал, ставьте колокольчики, чтобы, когда новые видео выходят, вы первыми о них узнавали. Ставьте лайки, это тоже продвигает наш канал в топ и в рекомендации. И спасибо большое, что вы нас смотрите. Всем пока! Пока!